Привет, Саша. Вижу, ты бодрый, улыбаешься, повеселевший. Связано ли с тем, что ты отдохнул, или ты просто сейчас много спишь, и играть как бы не надо? Ну, я отдохнул и сплю. Сплю, в принципе, немного, потому что все равно играю много. Вот, вернулся, кучу дел, сейчас учусь, на права хожу, поэтому с утра занятия и так далее. Вот, поэтому, ну, в принципе, да, нормально. Я думал, ты скажешь, учусь там на саппортах играть, там, не Уже, знаешь, да. на хардлейнерах. Давай, наверное, начнем вот с той самой истории, которая сейчас, наверное, всех больше всего волнует. Твое будущее, судьба твоя, все-таки мальчик, как бы ты уже взрослый, и непонятно, что делать. Кикс Империи, вот расскажи, как это произошло, почему и, в общем-то, что дальше? Как произошло? Ну, на время мажора мы все договорились сделать себе отдых, потому что, ну, тренироваться не с кем, и, грубо говоря, все хотели там посмотреть игры, отдохнуть и так далее. Ну, мы планировали там на одну поездку, потом все накрылось, и в последний момент я решил с друзьями, там мне буквально за день предложили полететь в Египет. Ну, хорошо, полетели, вот, отдыхаю где-то на третий день, мне что-то звонят, пишут, надо поговорить срочно. До этого мне Глеб писал, что вот так и так, типа тебя якобы хотят набрить. Я говорю, отлично, ну, то есть я понимал, к чему это все идет, и он мне написал там кучу извинений и так далее, там вот, приятно, я не знал. Это кто написал? Корбен. Но до этого мне писал Стрэнджер, но он мне там пытался звонить, и потом в скайп пытался звонить, но я не пользовался этим ничем, потому что очень плохой интернет там был, и я не смог бы, собственно, поговорить. Ну, я ему ответил, что все нормально, я все понимаю, вот. А как это произошло? Ну, насколько я все это вижу, ситуацию туда, там, ну, один раз только был у нас один раз был разговор, что они якобы недовольны там тем, что у меня маленький пул героев и так далее. Я говорю, ну, постепенно буду расширять. Вот. Ну, даже с этим пулом мы прошли там на 3 турнира, отборочные и так далее. Ну, там из сложных героев остался Фурион Бруда. То есть тем, что, ну, Блондруид у нас просто команда, мы не понимали, как с ним играть. Я говорю, давайте пока от него откажемся. Да. То есть Фурион неплохой, то, чем действительно круто надо играть и уметь. Но я пытался тренироваться, но в официальных играх еще не пикал. Ну, Бруда герой, который я ненавижу играть, поэтому, собственно, с ним, да, и тоже были проблемы. Ну, вот, видимо, это их не устроило, и потом как бы все, играли нормально было, все, веселье туда-сюда, и тут такое известие, да. Ну, ничего, я там поспрашивал, что да как раз заканчивался мажор. Ну, само собой, там я позакидывал удочки куда, вот. Ну, точнее, как это все. То есть люди писали мне, там, спрашивали, что, куда дальше и так далее. Я отвечал, что, ну, в принципе, пока идей нет. Вот. Думал я там или Вега, или Team Spirit. Вега решили не менять состав, Team Spirit решили пойти своим путем. Вот. Это буквально сегодня я все узнал, поэтому ну, пока что делать я не знаю. Вот. Очень серьезно рассматриваю вариант закончить играть пока что. Ну, хотя бы на полгода, может быть, отдохнуть, там, постримить, чем-то другим заняться, каким-то, может быть, какой-то команде в качестве тренера присоединиться, посмотреть, что к чему. Поскольку я не вижу потенциально хороших составов, а набирать там 5 новичков, 4 новичка, играть с ними, наверное, уже тоже не готов. Вот. Ну, посмотрим, как будет. Может быть, уже и не вернусь, а может быть, продолжу играть. Вот. Ну, я помню, ты мне говорил, да, и, в общем-то, всегда заявлял, что ты, в первую очередь, хочешь именно играть. И как-то странно немножко слышать, что ты вот сейчас думаешь завершить на какое-то время карьеру. Я так понимаю, что это не твое желание, это вынужденная мера, вот, в частности, там, из-за тех решафлов постоянных, там, непонятных составами и так далее в командах, правильно понимаю? Ну да, то есть я бы хотел бы поиграть еще, но получается так, что в те составы, куда я хочу, там не получается. А бы с кем, ну, тоже уже не очень я горю желанием потратить еще там каких-то 3 месяца, минимум, максимум полгода, чтобы потом вышло непонятно что. То есть хочется более-менее стабильности, хотя бы на полгода минимум, на год. Вот, желательно. Потому что, ну, я как бы никогда не сталкивался с темой того, что там решафлы всех меняют, там, где, и люди все очень непостоянные. А тут вот в Империи мне это, да, просто я смотрю, как они, ну, то есть проснулись, вот этот, с этим круто играть, мы тут хотим, да, все, играем, ура, потом следующий день все меняем, тут у нас друзья освободились, там Рамзес, давай его,
Ну и вот так люди принимают решения. Да, забавно самое то, что в итоге с тем, с кем хотели, так и не особо-то вроде получилось, Ой, судя по Керри? всему. Ну да. А я не знаю. Но они хотели с Йоку, по-моему. Но Йоко вроде Йоко бы есть, там отказал. Рамзес. Да, Рамзес. Рамзес отказался, что ли? Но в итоге сейчас у них Гостик и Йоку. Ну, Гостик, он как стендин, он сказал. То есть, То есть, ну, Вот. возможно, потом после Дота Пита мы что-то увидим. Да, Но ты же играл постоянно вот в Нави, там, знаешь, как вот, по сути, был женат, там, налево ничего не ходил, а тут как бы в свободу пустился, Империя, что-то другое, Лоха, какие-то непонятные вот эти все. Наверное, знаешь, что самое такое возмутительное, то, что вот там я читал из комментариев, вот получается так, что тебе не сказали, что тебя хотят набрить, хотя до этого не было, в общем, никаких там претензий. Как вот там тот же Стрэнджер в своем интервью сказал, вот там Алоха, кто-то еще, они там сказали ему, что вот мы не хотим играть там с Хвостом и с Фаником. А потом на общей встрече, когда он вынес вопрос на рассмотрение, типа, все нормально, все хорошо. Так это было? ну, один раз, а я не знаю на самом деле, но у них, я же говорю, мнение меняется очень сильно. Вот один раз был разговор, они говорят, вот нам, типа, нам не нравится, как ты играешь. Я говорю, ну, хорошо, берите тогда сразу себе друга какого-то, говорю, ну, типа, это было как раз буквально 2 недели прошло с тех пор, как я пересел на оффлейн. Я не обещал, что я вам буду, ну, там, сразу, типа, За два показывать какие-то, недели да, как-то сложно. результаты. Я говорю, я учусь, стараюсь там что-то делать себе. Ну, я действительно много играл, да и сейчас много играю, то есть и на героях, ну, на тех, на которых, собственно, и в официальных играх. Это утомительно, я понимаю, как люди это делали. Но одно дело прикольно, да, там играть на каких-то паках, акашах, там, в миде, зевсах, развлекаться, там, бегать, всех убивать. А другое дело играть на оффлейне, когда тебе каждая более-менее уважающая себя команда присылает 3 чувака. А чем лучше команда, тем просто они превращают твою жизнь в ад. А если еще знаешь, что это Саша Хвост играет? Ну, не любят. Поганкать это святое дело. И да, и ты тупо каждую игру стоишь на этом оффлейне, грустишь, не знаешь, куда деться. Вот. И, ну, довольно тяжело было. Я им говорю, ну, есть 2 варианта. Или вы сейчас меня набреваете, и берите себе там какого-то друга, чтобы у вас сейчас будет там квалификация, чтобы вы уже готовились как бы с обновленным составом. Или давайте поиграем и, ну, посмотрим, что дальше будет. Да, хорошо. В итоге какую-то мы одну какую-то на мажор было раньше. На какой-то турнир мы проиграли одну ESL квалификацию. Манила, по-моему, если не ошибаюсь. В финал Не, с мы туда Нави был. вышли. Наоборот. Да, мы наоборот. вышли. Мы выиграли 3 и проиграли 1. Какую-то одну проиграли, но тоже я сам там сделал, ну там я драфтил, и это было как раз за день после игры с Нави. Мы с Вега играли. Я думаю, что Нави не рейтит лондруида, думаю, мы его тоже не пикаем. Но я его не банил. Делал там что-то, думал о своем. А тут эти просто распиком забрали его, набрали какой-то пуш. Я к этому был не готов. И, ну, тоже во время драфта они все просто рофлят, там что-то разговаривают о чем-то друг с другом, там спорят, что-то шутят. Я говорю, ну, в итоге чем будем играть, туда-сюда, или предлагаем. Хи-хи, ха-ха, ну, в общем, несерьезно. Я не знаю, что у них получится там. Если они найдут какого-то чувака, кто будет лидером, вот, это явно не No Fear. Вот он единственный, кто оставил после себя негативное впечатление для меня. Он очень переменчивый, какой-то, так, мягко говоря, придурковатый парень. Да. Остальные хорошие ребята. Алоха там подрастет, и у него вообще все хорошо будет, наберется опыта. По поводу FN могу сказать, что вообще классный парень, с ним и играть, и общаться было нормально. Ну, он тоже со своими всякими, как бы, прибабахами, но кто из нас без них, да? Это когда получается именно опыт, возраст, или, ну, знаешь, команда, вот как Габлак говорил, там у них был инцидент с тем же Рамзесом Afterlife, что вот люди, может быть, не такие взрослые, не такие понимающие, как что работает там не в самой доте, а в жизни. Ну, это само собой так и есть. Так получается, основная причина, скорее всего, из-за этого, да? Ну, конечно, ну, понимаешь, когда ты играешь, да, хорошо в доту, тебе кажется, что я тоже таким, наверное, был. Не знаю насчет, наверное, но мне повезло вот действительно оказаться в том месте где-то, когда Нави начиналась, что у меня получилось 4 очень крутых игрока, которые спокойно относились ко всему. Ну, я был готов учиться. А тут же все, ну, теперь я понимал, что я там по скиллу, может быть, там не слабее, но там по опыту, по пониманию намного вообще позади остаюсь. Ну, и постепенно прогрессировал. А тут же каждый из них думает, что они прям нереальные, очень классные, ну, а по итогу, да, там... Это все Гейб Ньюэлл виноват с кучей денег. Да, наверное. Вот. Такой. Гейб Ньюэлл. Поэтому такое. Хорошо, вот такой интересный вопрос меня интересует. Знаешь, есть команда друзей, круто, там все свои кореша, прикольно, гей, весело. Есть команда профессионалов. Ну,
скажем так, опытных и неопытных, ну, может быть, там, как Team Liquid, там, Team тот же самый Secret, да, они там могут быть не друзья, но каждый из них взрослый человек, который там играл в доту всю свою жизнь, и он там как-то умеет подстраиваться. Вот что для тебя комфортнее лично для тебя играть, там, вот с друзьями или вот с профессионалами? Ну, конечно, с профессионалами. Вот этот выбор для меня встал как раз вот когда было Нави. Я играл с друзьями, это Маг и Деф, ну там Defender был, то есть тоже очень много мы играли вместе. Ну и потом как бы мне сказали, что приходят Артстайл и Дэнди, то есть, ну и Габла, Сакура якобы остаются, то есть выбирай сам. Ну и вот для меня был выбор или уйти опять, ну, играть с двумя друзьями и плюс 2 искать, и опять играть миксы, ну или пытаться что-то для себя найти вот уже в этой новой команде. Я выбрал якобы профессионализм, ну и это окупилось на дистанции. Вот. Конечно, было неприятно немножко и им, и мне за то, что, ну, такой поступок, да, он как бы там в то время это вообще считалось, ну, типа, променял друзей на непонятно что. То есть сейчас бы, да, 95% людей так поступили и сказали бы, что вот, там, ну, вот, собственно, тут все налицо, да, тебе и деньги, турниры и так далее. То тогда это была чистая авантюра, но мне хотелось, вот я смотрел, как играют профессионалы, как играют команды, я не видел, что кто-то поступил лучше, чем я, и что там я как-то могу быть хуже, чем остальные в командных действиях, в понимании, там, в тимплее и так далее. И мне очень понравилось, то есть сразу же на другой уровень абсолютно я вышел, и игра, ну, нашей команды. Я вот знаю, что ты, когда играл с Куроки и с Пупеем, там в последние годы у вас были конфликты на каком-то, может, личном уровне. После распада Team Secret с Куроки и Артизи, Пупей написал мне с утра сообщение в WhatsApp, что вот так и так, да, ты был прав, Куроки там не очень хорошо себя вел, и он стал еще хуже, бла-бла-бла. Ну и да, там много текста было. То есть он жалеет, видимо, о том, что вот так вот все вышло. Но про Нави ничего не писал, он рад, видимо, что ушел оттуда. Да. Ну, тоже на вкус и цвет, да, все фломастеры разные, поэтому то есть кому-то с Куроки приятно играть. Вот сейчас все эти, ну, то есть Фата, там я периодически с ним общался, еще ребята, они всегда, что вот он хороший для них тимлидер. Ну, может быть, он хотел быть именно вот как раз главным, а, ну, извините, но главнее Пупея не бывает. Вот, это, ну, в любой команде, в которой он был, так, а вот в первой, в которой был конфликт интересов, ну, так оно и вышло. Поэтому, ну вот, собственно, единственный был человек, с которым была проблема, это Куроки. Не было бы его, не было никаких бы проблем. Вот. Но по скиллу он был очень крут, и поэтому мы, собственно, что-то еще и выигрывали. Но я бы, скорее всего, я бы выбрал что-то среднее между дружелюбными людьми и скилловыми. Вот. Потому что в негативной обстановке вы вообще ничего не выиграете. Вот вообще Ну, да. ничего. А если вы там, ну, как-то ладите, и пусть это что-то не получается, то все можно решить, как-то человек сам поймет, если вы ему деликатно, нормально объясните, и, там, то есть он будет адекватным, а не такой, что вот я красавчик, я делаю все классно, а вы ничего не понимаете. Да, то и как-то можно, если достучаться до человека, то это намного лучше, чем он будет сам по себе скилловый, но не общительный, не коммуникабельный. Ты, кстати, когда играл в Empire, ты, наверное, может, кстати, пожертвовал своей там ролью керри, на которой ты играл все время. Там пробовал, даже на саппорте играл, там у вас какой-то спор был, да, с Алохой, что ты ему там отдал керри, чтобы он там помолчал, да, вроде бы. Да. На хардее. Вот на какой роли, наверное, тебе играть комфортнее всего? Там керри, наверное, очевидно, да? Мне очень нравилось играть на оффлейне, вот, но да, я понимал, что нужно, то есть, там, Фуриона, Лонгрида и Вурду, нынешних там топ-4 топ-3 мета-героев, нужно ими хорошо играть, но не тянуло меня к ним, мне нравились другие, вот, и, ну, мы, в принципе, и с этим выигрывали, но мы, опять же, не было у нас стычек с каким-то сильным, там, совсем сильным коллективом, с которым бы мы могли показать, что, ну, то есть, проверить, хватает ли нам этого, чтобы победить. Потому что я видел для себя вообще там драфт, да, не такой, как его делают, а вот, ну, по-другому. Но не было возможности проверить этого. Они, видимо, не верили в то, что это увенчается успехом, ну и, собственно, поэтому сделали такое решение. А ты бы, наверное, там на саппорте ты говорил, что ты там самое слабо всего играешь, ты не понимаешь, что там нужно делать.
Вот если представить, что есть какая-то команда, которая там хочет взять тебя, но говорят тебе там Саша, там вот только саппорт, там и капитан, допустим. Нет. Мне не вариант? Не нравится? Дело не в том, что я не понимаю. Я просто не чувствую импакта своего в игре. То есть наступает 30-я минута, ну и ты, допустим, если ты играл там каким-то дазлом, да, и у вас не пошло, ты бегаешь тапок, стик, брейсер. Ничего не Дай бог, можешь что был сделать. брейсер, да. Ну и ты там бегаешь, грейвы кидаешь, и все, что ты должен. Ну, то есть ты очень много времени тратишь на то, чтобы что-то думать и сказать. Я не могу сказать, что я не люблю думать или не делать этого в игре, но только лишь думать. Просто ну, ты можешь АФК на базе встать, и ты будешь полезнее, чем ты пойдешь фидить. Когда некоторые люди делают. Интересное мнение. Ну, в смысле, это общепринятое мнение. То есть некоторым просто лень. То есть он просто идет там кто-то, я собираю информацию для вас, да, и вражеский герой пришел, зафармил пачку крипов, и ты тебя бонусом убил. То есть ты ничего не делаешь, ты там, подспустился, и вот я бы такое не пережил, если бы со мной случилось. Я был этим дазлом, которому нельзя было выйти, ты просто не можешь никуда выйти. Ну, вот такие бывают крутые, там, да, суппорты, ими все любят играть, типа Рубика, Леона, там, Расты какой-нибудь, ну, Раста чуть меньше. Там Оракла, который куча нюков у тебя там туда-сюда, можешь столы переключать, кастовать как угодно, да, там стилить, гадлайки набивать на этих суппортах. Конечно, таким прикольно играть, но как бы разноплановость игры дает тебе как приятное, так и не очень приятное. Вот. И поэтому я бы не хотел играть суппортом, потому что иногда наступает такой момент, когда ты бесполезен. И все, что ты можешь сделать, это стоять АФК 50 секунд, пока тебя накапает на варде, купил его, пошел поставил, сдох, сдох плохо, не сдох, молодец, там. Тебя никто не похвалит за то, что ты вардик поставил. Но зато потому что Грейв на себя дал, тебе потом будет вспоминать всю жизнь. Вот, Хотя да. когда там уже ничего особо не решал. А ты рассматривал бы в теории или там, может, в реальности игру в каких-то командах зарубежных? Там он сейчас как Resolution перешел в DC, там еще там какие-то команды набирать себе легионеров? Или все-таки СНГ? Ну, вот у меня два варианта развития событий. Или я пойду в международный коллектив сейчас, пока не могу сказать в какой, потому что еще не устаканилось все. Black? Нет, Синг с этим я точно не играть. Ну, Синг еще возможно, хотя он тоже рофлер знатный. Он такой демон, Синг и Блэк. Это три. Демон это Ну это смотри, ник игрок. Black Hard Carry, ты оффлейнер, Синг Mid, уже отличная команда. Я на суппорт тогда пойду и буду пикать себе медузу каждый раз на суппорт и буду с стрелами. Можете еще отгонять Несса врагов. взять. Может. Он, кстати, не предлагал. Он знал. Квалы идут, да, на этот... На этот эпицентр. Да. И он мне говорит, врываемся. Сначала он мне говорит, давай в аналитику. Я говорю, не знаю, наверное, нет. Он говорит, хорошо, тогда другое предложение. Давай команду мутим и идем играть. А потом третье. Ладно, давай контент снимать будешь. В рынках разбираешься. Отлично. Вот. Поэтому, ну, не знаю, немножко последние дни я потерян, что делать вообще и как. Возможно, на что-то как бы, я натолкнусь и понравится мне, но пока из сложившейся ситуации не очень... Я не думаю, что не буду играть в ближайшее время. Может, там с кем-то на открытые квалы я ворвусь. Может, кто-то после там, определенного момента да, распадется, и в принципе, неважно, будет открытые квалы или там invitation на этот, ну, на квалификацию закрытые. Может быть, будет и так, я не знаю, но играть с Абикем я не хочу. Пока что, в принципе, еще время есть, на турнире тоже есть. Все Ну, может получиться. Суть же в этом Вальвовском, Но то, что они закроют сейчас Когда закроют? сезон, когда закрыть? 27 марта, по-моему. Ну, То есть так там еще, до да, конца времени месяца прилично. совсем мало времени. И потом ты можешь участвовать только в Open Quali, Да, или там, нет, если ты в принципе, я знаю, да. Мне важно было до какого числа, я не знал, что 20. Я думал, что где-то до 20 чисел. А Но даже я точно не 27-го уверен, по-моему, 27-е. Вот Ну, если что, я такое. скажу, что это ты. Это все Гейб виноват, мы же выяснили. Да, а ты Он смотрел? тебя как Джеймса потом придет и скажет, Эндрю из Н. А ты вообще мажор смотрел, или ты отдыхал, и тебе не до этих всех Смотрел, было? но не всегда интернет позволял посмотреть, если я по максимуму пытался. Вот, иногда мы даже рядом с отелем была кафешка, в которой был нормальный интернет. И я не курю никогда кальян, но друзья мои любят. И я приезжал с ними курить кальян, и Смотрел. пока они чем-то занимались, я смотрел мажор. Да. Скажи, вот, скажем так, неожиданность турнира и разочарование турнира. Там игроки, команды, ну, организацию уже не будем трогать, пускай там они сами разбираются. Неожиданно для меня MVP. Ну, я думаю, не только для меня, и для всех. Вот. Они и Fnatic порадовали меня. Ну, Fnatic чуть меньше, но вот как MVP играли, как уверенно держались, мне очень понравилось. И опять же, они вот дают тебе
возможность понять, что если ты действительно будешь верить, всех пятером, соберетесь и так далее, то выиграете элементарно, потому что команды играли очень плохо. Вот, да, там потом Ликвиды действительно показывали крутую игру. Альянс те же, которые, да, там все фаворитом их ставили вместе с ЕГЭ, вообще отлетели, там тоже от Fnatic, по-моему, отлетели. Кол, по-моему, Complexity, они тоже да, отлетели. ну, всех там попинали. И, то есть, можно легко выигрывать, но, опять же, надо найти людей. Вот я действительно, когда пошел в Empire, смотрю, скилловые ребята и так далее, я возлагал надежды на эту команду. Тут хоп, ты такой отдыхаешь, тебе говорят, да нет, наверное, мы пойдем играть с корешами. Вот. Ну, посмотрим, что у них получится. Я, в принципе, желаю успехов, потому что, ну, они сделали свой выбор, и, может быть, это им окупится, и, значит, все правильно. А если плохо, то они в следующий раз будут думать, ну, и как-то, да, уже дальше пойдет. Это все путь ошибок, это хорошо. Вот. А, ну, что дальше делать, пока я не знаю. Вот. Если найду ребят, которым вот, я доверяю, хотя бы 3 хотя бы. Один был рандомный, а не 2. Вот, тогда с удовольствием буду играть и дальше буду играть. Ладно, получилось такое немножко объемное интервью, но много чего интересного рассказал. Спасибо тебе большое. В завершение слова пожелания зрителям, которые там смотрят твои стримы или будут смотреть, как ты играешь на турнирах с хорошими ребятами, Да. честными, красивыми, умными, взрослыми. Красивым быть не обязательно. Вот. И спасибо, да, ребята, всем, кто поддерживает теперь уже меня именно конкретно. Вот. Надеюсь, что вы не потеряете веру, да, и вместе со мной продолжите этот путь, каким бы он ни был. Спасибо. Спасибо всем зрителям. Если вам понравилось это интервью, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вам не понравилось интервью, ставьте лайки, пишите плохие комментарии. Ну и подписывайтесь на канал. Всем удачи.